Здравствуйте, друзья! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 4 августа 2026 года. В этом видео я разберу один конкретный, очень важный правовой вопрос, который последние годы, десятилетия, месяцы активно обсуждается, однако очень редко, практически никогда не разбирается по существу. Речь пойдет о решении Украины исключить русский язык из перечня языков, защищаемых Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Я уже выпустил одно видео на эту тему, но сейчас я повторю то, что я говорил, но совершенно в другом ключе. Поэтому внимательно, пожалуйста, слушайте. Я думаю, что видео будет вам полезно. Я специально не буду уходить в политику, в эмоции. Мы будем смотреть исключительно на нормы Конституции Украины, текст самой хартии, уже по сути, и на общую логику международного права. Устраивайтесь поудобнее, берите чай, кофе, можно с сахаром. Ставьте лайк, подписывайтесь, кто не подписан. Вперед! Начнем с базового вопроса, который часто звучит в комментариях под моими видео. Вопрос такой: являются ли крымчане или русскоязычные жители Украины отдельной нацией, имеющей право на самоопределение? С точки зрения международного права – нет. Право народов на самоопределение принадлежит народам в классическом смысле, устойчивым этническим, языковым и культурным общностям. Крымчане – это территориальная, региональная идентичность. Население Крыма многонационально. Русские, украинские, украинцы, крымские татары, другие. Русскоязычные граждане Украины. Это языковая группа, а не отдельный народ. Среди них есть этнические украинцы, этнические русские, этнические болгары, представители других национальностей. Язык сам по себе не создает нацию в юридическом смысле права на самоопределение. Кстати, то же самое относится к украинскому языку, то есть сам по себе украинский язык не создает нацию в юридическом смысле права на самоопределение. Это надо было будет усвоить всем тем, кто пытается принудительно украинизировать граждан Украины. Так вот, даже если кто-то из русскоязычных, например, начнет называть себя потомками граждан старой Великой Болгарии из 7 века, как, например, я, то это в плане права на самоопределение ничего не меняет. Международное право не признает самоопределение на основании произвольной исторической самоидентификации. Нужны объективные признаки народа, но их нужно искать. А теперь перейдем к главной теме этого моего видео, к хартии. Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных или миноритарных языков в 2003 году. В законе о ратификации русский язык был прямо включен в перечень языков, которым Украина обязалась применять меры защиты и поддержки, предусмотренные хартией. Это был осознанный выбор государства. В декабре
2025 года Верховная Рада приняла закон, а в июне 2026 года президент его подписал, закон, которым русский язык из этого перечня исключили. Вместе с ним убрали и так называемый молдавский язык. Остальные языки – белорусский, болгарский, крымско-татарский, польский, венгерский, румынский и ряд других – оставили, а некоторые даже добавили. Что это значит с точки зрения права? Что произошло юридически? Ранее существовавший специальный режим защиты русского языка в рамках международного договора был прекращен обычным законом. И здесь возникает несколько правовых вопросов. Первый. Позволяет ли сама хартия уменьшать перечень и количество языков после того, как он уже был определен, этот перечень? Еще раз повторю, уменьшать. Да? Речь идет не просто об изменении, а о праве уменьшить количество языков в хартии. Смотрим для этого статью номер 3 хартии. Она говорит следующее. Государство при ратификации указывает языки, к которым применяет. Часть 3. В дальнейшем государство может в любой момент уведомить генерального секретаря Совета Европы о том, что принимает дополнительные обязательства или распространяет хартию на другие языки. То есть текст прямо предусматривает возможность расширения перечня, процедуры сокращения перечня, исключения уже указанного языка в статье 3 хартии нет. И это напрямую касается русского языка. В данном контексте хартия построена как прогрессивный инструмент. Ее цель – защита и развитие региональных и миноритарных языков. Одностороннее уменьшение ранее принятых обязательств не предусмотрено текстом хартии. Более того, по общему праву международных договоров такие действия вызывают серьезные вопросы с точки зрения принципа добросовестного выполнения обязательств. Второй вопрос. Как это, имеется в виду уменьшение количества языков в хартии, как это соотносится с Конституцией Украины? Статья 10 Конституции гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Это конституционная норма. Статья 22 Конституции прямо запрещает сужать содержание и объем существующих прав и свобод при принятии новых законов или изменении действующих. Не допускается отмена конституционных прав. Когда русский язык был включен в перечень хартии, этот режим защиты стал частью существующих прав. Позже обычный закон этот режим отменил. Можно ли считать это сужением объема прав в смысле статьи 22 Конституции? Юридически такой аргумент существует и является достаточно сильным. Окончательно на него может ответить только Конституционный суд Украины. И третий вопрос о соотношении международного договора и внутреннего законодательства.
Статья 9 Конституции Украины говорит, что действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада, являются частью национального законодательства. При этом договоры, противоречащие Конституции, можно заключать только после изменения Конституции. На практике ратифицированные договоры имеют приоритет над обычными законами, но не над Конституцией. Конституция имеет высшую юридическую силу. В нашем случае по поводу русского языка в Хартии речь идет не о том, что обычный закон перебил международную норму. Хартия сама оставляет государству право определять, каким языкам применять ее положение. Однако, когда государство уже сделало выбор и включило язык, последующее исключение этого языка – это уже изменение ранее принятых международных обязательств. И здесь возникает напряжение между гибкостью, которую Хартия формально оставляет, и принципом, что принятые обязательства нельзя произвольно сужать. Отдельно нужно отметить важный момент. Исключение русского языка из Хартии не означает автоматической отмены всех прав русскоязычных граждан. Конституционная гарантия статьи 10 формально сохраняется. Сохраняются и другие нормы внутреннего законодательства. Однако специальный международный механизм защиты, который ранее действовал, прекращен. Объем прав именно в рамках этого механизма уменьшен. А теперь о том, что часто слышится в дискуссиях. Говорят, это язык государства-агрессора, поэтому его можно исключить. С политической точки зрения аргумент понятен, а с юридической нет. Хартия не содержит нормы, которая позволяла бы исключать язык на основании того, что на нем говорит государство, с которым у вас конфликт. Критерии Хартии – традиционное использование языка на территории, соответствие определению регионального или миноритарного языка, политическая оценка государства-носителя в текст Хартии не входит. И еще один аргумент, который используют. Мы просто исправили неправильный перевод. Действительно, украинские власти говорят о корректировке перевода термина. Но корректировка перевода и исключение конкретного языка из перечня – это разные вещи. Можно было уточнить терминологию, сохранив русский язык в перечне, но сделали иначе. Подведем итог юридической конструкции. Первое. Русскоязычные граждане Украины не являются отдельным народом с правом на самоопределение в международно-правовом смысле. В 2003 году Украина добровольно включила русский язык в сферу действия Европейской хартии. Третий текст хартии прямо предусматривает возможность добавлять языки и обязательства. Прямого разрешения уменьшать перечень после его определения нет. Исключение русского языка обычным законом прекратило ранее существовавший специальный режим защиты. Пятое. Это создает вопрос о соответствии статье 22 Конституции Украины, запрещающей сужение существующих прав.
Шестое, окончательную точку в вопросе конституционности может поставить только Конституционный суд. Я, друзья, не утверждаю, что закон автоматически неконституционен. Я говорю, что здесь есть серьезный правовой спор, который нельзя закрыть политическими лозунгами. Есть текст Конституции, есть текст международного договора, есть принцип, что объем прав не должен произвольно уменьшаться. Эти нормы нужно применять, а не обходить. Если этот разбор был полезен, пишите в комментариях, какие еще правовые аспекты языкового законодательства Украины или действия международных договоров вы хотели бы разобрать. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч, друзья!